итальянская компания Benelli объявила о выпуске своего самого мощного Naked довольно давно, однако проект постоянно откладывался, потому что у владельцев Benelli китайской мегагрупп Changjiang были другие приоритеты. Плюс к этому современные Benelli должны поддерживать минимально возможную себестоимость, поскольку Changjiang стремится к чрезвычайно конкурентным ценам на всех рынках, а это создает дополнительные проблемы для конкуренции с японскими и европейскими производителями. Но проект все же осуществился, и в 2019 году была представлена самая большая, самая дорогая и самая амбициозная модель бренда Benelli 752S, с тех пор, как китайский гигант взял управление итальянской компанией в свои руки в 2005 году. Многие относятся к мотоциклам из Поднебесной предвзято и сбрасывают их со счетов, основываясь исключительно на том, что они китайского производства. Но Benelli 752S на ощупь так же хорош, как и выглядит, а во внешности повсюду читаются очень приятные штрихи стиля с очевидным влиянием другого итальянца, что является только плюсом. Аккуратный, достаточно компактный для своего объема и солидный на вид, 752S оснащен красиво выполненной стальной решетчатой рамой в стиле Ducati, в которую вставлен двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 754 кубических сантиметров. Но китайцы, видимо, решили, что 752 звучит лучше. Они не стали ничего мудрить и просто взяли двигатель от Benelli TNT 1130 и выкинули один цилиндр, добавив балансиры, снижающие вибрации и обеспечивающие комфортную езду. Как было заявлено, совершенно новый двигатель для компании получил весьма умеренную степень сжатия 11,5 к 1. Это было сделано для того, чтобы 752S безопасно переваривал низкооктановое топливо на многих развивающихся рынках. Силовая установка выдает весьма не поражающие 76 лошадиных сил максимальной мощности на 8500 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент составляет 66 ньютон-метров на умеренных 6500. Производитель утверждает, что кривая крутящего момента широкая и плавная, а потому отлично подходящая для такого универсала. За питание отвечает электронный впрыск топлива с двойными дроссельными заслонками. От 0 до сотни 752S разгоняется около 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Средний заявленный расход топлива 5,2 литра на 100 км. Бак вмещает 14,5 литров. Benelli 752S получился весьма тяжелым, 226 кг только в сухом состоянии. Но несмотря на это, мотоцикл хорошо рулится, благодаря подвеске, которую не увидишь на многих конкурентах. Это передняя перевернутая аж 50-мм вилка Marzocchi, которая имеет минимум регулировок, так как это все-таки бюджетный сегмент. А сзади моноамортизатор Kayaba, который имеет только регулировку по преднатягу. Однако на тормозах не стали экономить и установили Brembo. Два плавающих 320-мм диска с 4-поршневыми суппортами спереди и один 250-мм диск с однопоршневым суппортом сзади. Не хватает разве что взамен обычных армированных шлангов для лучшей информативности. ABS, естественно, уже в базе.
Мотоцикл имеет полностью светодиодное освещение, а стильная фара состоит из двух блоков. Приборная панель представлена полноценным большим, но аккуратным TFT-дисплеем со всей необходимой информацией. В прошлом ярлык «Сделано в Китае» не пользовался популярностью, но времена меняются, и Benelli — один из нескольких китайских брендов, который продолжает избавляться от стереотипов. И не будем забывать, что китайские производители всегда стремятся держать баланс между качеством и стоимостью мотоцикла. И хотя цена 752S начинается от 14 тысяч долларов, мотоцикл за эти деньги предлагает весьма хорошее оснащение, которого не будет на конкурентах.